Ну что? Ну, Вот и закончились наши деревенские каникулы. Время летит быстро. Все. Сейчас мы отправляемся в путь. Ну, начались наши серпантины. Поднимаемся в гору. Уже поднялись, выбрались из ущелья. И вот красота. Там на горе, я не помню, показывала или нет. Кажется, будет позже видно. Написано большими буквами Тито. Это тот президент бывшей Югославии, в музее которого мы вчера были. И вчера с детьми вечером еще обсуждали это, насколько действительно люди чтят память о нем и до сих пор настолько почитают и уважают. Это просто живописно, красиво. Погода шикарная. Утром, ночью шел дождь, сейчас свежо, но уже тепло. Классно. Мы едем по маленьким деревушкам, и поэтому, конечно, здесь такие очень интересные, живописные места проезжают. Видите, как колокола раскачиваются? И сейчас пойдем туда завтракать. Завтракать пойдем? завтракать пойдем обязательно. Любимая рубрика начинается почему-то у нас слишком рано. Но если мы еще не завтракали когда-то, она должна начаться. Ага. Получилось, что хотя... Это называется панини. Они просто огромные. Мы взяли простые с сыром и с помидорами. Пиццерия ту и ту. То и эту, Да. да. И получается светниченат. Да. Как-то так. То есть Вот. 2 панинхин и, вы видели размеры, 2 кофена стоило 9,80. То есть очень-очень. Очень дешево. В общем, рекомендация: ешьте там, где едят местные. У нас очередной ларек, где продают арбузики, фрукты, помидорчики. Все, что мы любим. Смотрим, что сколько стоит, и купим тогда. Мы сейчас выезжаем с полуострова Истрия и затем уже направимся в сторону Италии. Очень симпатичные вот такие вот домики у них сделаны, своего рода домики, где нужно платить денежку. Мы брали тикет, и теперь уже нужно будет заплатить за проезд. Мы все еще в Хорватии. 3,20 нам надо заплатить за этот участок. За сколько? За 60 километров. Нет, даже меньше. 60 это как мы выехали. Получается тут... Сколько мы проехали? Немного. Вообще немного. Вот так. Хорватия прекрасна. Отвесные такие скалы. Красота, ущелье такое. Вот так вот нас с вами запенили. Стекло Дима чистит специально, чтобы было хорошее качество у вас. Мы подъехали к границе Хорватии и Словении. Здесь никого не стоит, никто, и написано, что свободный проезд.
труженик мой. В таких горах мы едем. Это так Словения началась. Она на самом деле очень небольшая. Мы сейчас по ней проедем буквально 35 километров вот от границы до границы с Италией. Но живописненько. Вот, Республика Словения. Официально. Погода здесь на данный момент сейчас 23 градуса. Ну, то, что в горах все-таки солнце позже встает, но и сегодня вообще облачно, как видите. Остановились тут мы попить. Это все из дерева. Так здорово, что можно просто сюда типа как скамеечка, да? И сделано для цветочков. Прикольные такие штучки. О, доски хорошие, красивые. Капустушенька, мать. Красиво. Просто на дороге люди, чтобы останавливались, могли прикупить все с дерева. Городок называется Скофия. Находится на вершине горы, довольно-таки высоко. Мы решили ехать не по автостраде до Триеста, а по живописным дорожкам. Вот по таким. Правда ж красиво? Подъемы, серпантины. Ну а как иначе красоту посмотреть? Только так. На автостраде красоты нет. Там ничего не видно. Так посмотришь, как люди живут, как действительно у них дома выглядят, как они за садами ухаживают, сколько зелени вокруг. Хорватский язык очень похож на русский. Если они медленно говорят, то можно даже понять их спокойно. Все бывшая Югославия. Это Словения сейчас тоже. Похожая природа. Виноградники, олеандры. Узкие улицы, где две машины даже проехать, разъехаться друг с другом не могут. Да, это мы знаем с Италии, такие узкие. Поедем следом, пока кто-то не приехал еще. Мы и въезжаем. Куда? Италию. Нет, еще через 250 метров. Уже выйдем из Словении и едем в Италию. Но в таком месте мы ее еще не пересекали. Нет. Так. Как будто не совсем официально. Вот она, граница. Словения и Италия. Benvenuto. Добро пожаловать в Италию. Мы въезжаем в город Триест. Он находится прямо на границе между Словенией и Италией. Итальянский город. Очень крупный считается. Очень крупный промышленный центр. Даже здесь индустриальный район очень.
И у него промышленность очень-очень развита. Здесь население 210 тысяч человек. С 1960 года этот город является центром науки. Здесь есть высшие учебные заведения, университеты, различные лаборатории. И в этом городе один из самых высоких показателей жизни человека, то есть именно по качеству, по уровню достатка на человека, да, то есть высокий жизненный уровень у людей по всей Италии. Вот, так что посмотрим сейчас, насколько этот город красив, чем он нас удивит. Но этот город находится в самом начале гольф Венеция, то есть там, где гольф Адриатики находится. Вот. Но в порт мы, конечно же, тоже попадем. Все покажем. И вот как раз то, что я имела в виду. Здесь уже сразу же мы въезжаем, и здесь порт грузовой, пока очень мощные краны, все это можно увидеть. Мы едем по направлению к центру. Ну, конечно, заметно, что крупный город здесь. Движение другое, ну и сами итальянцы на своих роллерах между машинами лавируют и вылавируют. Мы находимся в самом центре города Триест. Это центральная площадь, но мы не можем ее полностью показать. Здесь какие-то трибуны, сцены, что-то, видимо, какие-то фестивали, что ли, проходят здесь. Вот наша интрижка подошла к концу. До свидания. Да, время это пришло. Сюрприз. Да. Мы отправляемся в путешествие на этом лайнере. Кадр очень красивый, понравился мне. Красотка ведь, правда? Все, вот сейчас первый гудок прошел. Убирает сразу баржу, которая его пришвартовывала, этот корабль. И со Светой надо попрощаться. Давайте ей помашем. Где-то она там сверху машет. Нет, где-то она вообще машет. Где она машет? Вот она машет. Все. Пока. Все. Корабль уплывает через 2 часа. Мы не будем ждать это время. Корабль в этот раз без нас уплывает. Это они как раз пробы делают, да, Светик? Похоже, да.
Я вам открою один такой маленький секрет. Всегда, когда мы попадаем в Италию, Нет. всегда, когда мы попадаем в Италию, Светлана плачет. Но она плачет не от того, что ей грустно, а от счастья. И в этот раз... Это музыка. Это музыка? Ну, сейчас это музыка, когда мы границу пересекаем, это Италия. Ну да. Я сентиментальная. Она сентиментальна. Вот он, этот амфитеатр здесь, в городе Триест. Ну, а мы отправляемся дальше. Мы едем не так далеко, 100 километров отсюда. Расстояние. Город, любимый многими русскими немцами, город Бибионе. Это то, что мы имели в виду. Здесь очень много мотоциклистов и мопедистов, которые... Ты стоишь уже на светофоре в две шпуры, в две полосы, и они между вами цак-цак-цак лавируют и встают куда им надо. Город очень красивый. Мы, конечно, засняли только малую часть от него, поэтому если вы хотите посетить этот город, то обязательно планируйте дня 2 хотя бы. Если хотите посетить музеи, то дня 3. Тогда будет оптимально, вы увидите все красоты, и море, и природу. Тогда будет замечательно. Нам, конечно, пару часов это маловато для него. Мы сами не ожидали на самом деле, что такой красивый этот город. Вообще прям позитивный сюрприз. И, конечно, мы приедем сюда, чтобы насладиться им по полной, не на пару часов, а действительно на пару дней обязательно. От нас, то есть от нашего дома до сюда 700 километров. Так что, в принципе, это реально даже на 2 ночи. Тем более Италию мы обожаем в любое время года. И мы можем это сделать. Ну что, я вам обещала. Вон он стоит, этот лайнер. Море, город, порт, все видно. Скажите, это больше, чем красота. Это Италия. Моя карета подана. Довольно? Красота. Я могу себе представить, потому что если вот так вот кто-то отсюда выезжает из дома и видит вот это вот